Колосок. Жили-были два мышонка, Круть и Верть, да петушок, голосистое горлышко. Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался за работу. Вот однажды подметал петушок двор и увидел на земле пшеничный колосок. «Круть! Верть!» – позвал петушок. «Глядите, что я нашел!» Прибежали мышата и говорят: «Нужно его обмолотить». «А кто будет молотить?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал один. «Только не я!» – закричал другой. «Ладно», – сказал петушок, – «я сам колосок обмолочу». И принялся за работу. А мышата стали играть в лапту. Кончил петушок молотить и крикнул: «Эй, Круть! Эй, Верть! Глядите, сколько я зерна намолотил!» Прибежали мышата и запищали в один голос: «Теперь нужно зерно на мельницу нести, муки намолоть». «А кто понесет?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал Круть. «Только не я!» – закричал Верть. «Ладно», – сказал петушок, – «я снесу зерно на мельницу». Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают, веселятся. Вернулся петушок с мельницы. Опять зовет мышат: «Сюда, Круть, сюда, Верть, я муку принес». Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся. «Ай да петушок, ай да молодец! Теперь из муки нужно тесто замесить, да пироги печь». «Кто будет месить?» – спросил петушок. А мышата опять свое: «Только не я!» – запищал Круть. «Только не я!» – запищал Верть. Подумал петушок и говорит: «Видно, мне придется». Замесил он тесто, натаскал дров, затопил печь. А как печь истопилась, посадил в нее пироги. Мышата тоже времени не теряют, песни поют, пляшут. Испеклись пироги, петушок их вынул, выложил на стол, а мышата тут как тут, и звать их не пришлось. «Ох и проголодался я!» – пищит Круть. «Ох и есть хочется!» – пищит Верть. И за стол сели, а петушок им говорит: «Подождите, вы мне сперва скажите, кто нашел колосок». «Ты его нашел!» – громко закричали мышата. «А кто колосок обмолотил?» – снова спросил петушок. «Ты обмолотил», – потише сказали оба мышонка. «А кто зерно на мельницу носил?» «Тоже ты», – совсем тихо ответили Круть и Верть. «А тесто кто месил? Дрова носил? Печь топил? Пироги кто пек?» «Все ты», – чуть слышно пропищали мышата. «А вы что делали?» Что сказать в ответ? И сказать нечего. Стали Круть и Верть вылезать из-за стола. А петушок их не удерживает. Не за что таких лодырей пирогами угощать.